Всем привет! Это фильм «Последний самурай». Фильм основан на реальных событиях. На фоне красивого туманного пейзажа мужчина рассказывает историю о том, как появилась Япония. Раньше считали, что древние боги опустили коралловый клинок в море, а когда вынимали его, 4 капли упали с него в океан, и стали эти капли островами Японии. Но мужчина не верит в это. Он считает, что Япония создана горсткой мудрецов и воинов, готовых отдать свою жизнь за то, что многим чуждо – честь. Мы переносимся в Америку и знакомимся с капитаном Нейтаном Олгреном. Пока Нейтан сидит и выпивает свой виски, на сцене его объявляют и называют одним из самых известных воинов с самым большим количеством наград и орденов. Нейтан – самый известный капитан войск, участвовавший в войнах против индейцев. Ведущий называет его имя и просит выйти на сцену, но Нейтан продолжает сидеть на стуле. Ведущий очень зол на него и требует, чтобы он немедленно вышел на сцену, после чего будет незамедлительно уволен, так как уже надоел своим поведением. Нейтан выходит на сцену и еле стоит на ногах. Он показывает свое оружие и говорит, что благодаря ему он завоевал весь Запад. Он рассказывает о том, что за время войн он потерял множество своих товарищей и друзей. В какой-то момент он собирается показать, как работает его оружие. Он начинает стрелять в разные стороны и выпускать свою злость. После чего бросает оружие в толпу и уходит. Он выходит через заднюю дверь и встречает своего давнего знакомого. Нейтан рад, что тот еще жив. А мужчина хвалит актерские способности Нейтана и предлагает ему настоящую мужскую работенку. Если Нейтан, конечно, не собирается продолжить актерскую карьеру. Они приходят в ресторан, где их встречает несколько солдат и мужчина по имени Мистер Амура, прибывший из Японии. Нейтан садится за стол и ему объясняют суть предложения. Так как Япония скоро станет цивилизованной страной, Мистер Амура прибыл сюда, чтобы нанять опытного солдата, который может обучать японскую армию военному делу. Также Япония подпишет сделку о покупке оружия у Америки. Нейтан соглашается работать за $500 в месяц. Нейтана напрягает только то, что ему приходится общаться с его знакомым полковником Багли. И в какой-то момент он начинает над ним смеяться и уходит. Полковник идет за ним и говорит, что тогда он просто выполнял приказ и предлагает забыть прошлое. Нейтан говорит, что за $500 он убьет кого угодно, но его он готов убить бесплатно. Нейтан отправился в Японию, где его встречает мужчина по имени Грэм. Оказывается, что он журналист, и он будет его переводчиком. В пути он рассказывает, что раньше город был очень населен, и здесь не было так тихо. Он объясняет, что император нанял разных специалистов с Востока, и теперь нанял воинов. Они приходят в зал императора и приветствуют его. Нейтан и его друг сержант Гант приступают к обучению японской армии. Большинство из солдат новобранцы и бывшие крестьяне, и все они никогда не видели оружия. Нейтан спрашивает у генерала армии о самурае Кацумото и его армии самураев. Генерал много про него знает, ведь он и сам самурай. Нейтан начинает изучать своего врага и хочет знать про них все. Оказывается, что самурай Кацумото не пользуется огнестрельным оружием из-за его приверженности к древним традициям. Полковник Багли сравнивает их с индейцами и называет просто аборигенами с луками и копьями. И вскоре им предстоит сразиться с ними. Ночью Нейтану снится кошмар. Они снятся ему каждую ночь. Он видит их наступление на деревню индейцев, где нет ни одного воина, только дети и женщины. Нейтан пытается образумить полковника, но тот отдает приказ убить всех. И Нейтан тоже выполняет приказ. Проходит несколько дней, но солдаты все еще не научились стрелять из ружей. Во время занятий приходит полковник и его наемщик Мистер Амура. Они рассказывают, что Кацумото напал на железную дорогу в одной из провинций и нужно с ним покончить. Нейтан говорит, что солдаты еще не готовы, но полковник уверен, что численного преимущества и огнестрельных винтовок хватит, чтобы победить горстку всадников с мечом. Нейтан приказывает одному из солдат целиться в него и выстрелить, но солдат очень робко наводит прицел и не хочет стрелять. Нейтан приказывает стрелять и говорит, что если тот промахнется, он его убьет. Солдат стреляет и промахивается. Они не готовы. Но полковник все равно приказывает начать сборы. Нейтан вынужден вести неготовую армию. Через несколько дней они приходят в лес, где должно начаться сражение. Видно, что воины неопытные и плохо обращаются с оружием. Нейтан и его друг сержант Гант командуют армией сами, потому что главный генерал отказывается воевать против Кацумото. Армия самураев начинает атаку. Воины в командовании Нейтана очень неопытные. Они начинают стрелять без команды. Начинается бойня.
Армия мистера Амура бежит с поля боя в надежде спастись. Нейтан и сержант продолжают битву. Два опытных воина без огнестрельного оружия справляются со многими самураями, но сержант получает ранение и вскоре его добивают. Нейтан оказывается окружен, но продолжает сражаться до конца. Он не собирается сдаваться. Он получает несколько ранений, но продолжает биться. За всем наблюдает командир армии, сам самурай Кацумото. Нейтан получает еще несколько ранений и падает на землю. Самурай в красных доспехах собирается добить врага, но Нейтан все еще готов биться и не будет сдаваться. Кацумото впечатлен навыками американца и его силой духа. Он запрещает его убивать и приказывает взять в плен. После битвы раненый Нейтан замечает, как генерал его армии вонзает нож себе в живот, а Кацумото заканчивает процесс. Армия Кацумото возвращается в свою деревню. Он поселяет Нейтана в доме своей сестры и просит ее заботиться об американце. Девушка обрабатывает раны и помогает чужаку справиться с болями. Несколько дней Нейтан лежит в мучениях и изредка приходит в себя. Он постоянно просит саке, чтобы хоть как-то утолить свою боль, но девушка запрещает ему пить. Во время его болезненных дней он наблюдает за семьей, в доме которой живет. Самурай Юдзи, лучший воин и преданный друг Кацумото, уверен, что американец должен убить себя, так как опозорен проигрышем. Но Кацумото говорит, что у американца другие традиции, и он нужен им живым, чтобы изучить нового врага. Через несколько дней Нейтан приходит в себя и впервые выходит на улицу. Он пленник, но его не держат в оковах, он не живет в тюремной камере, он может свободно перемещаться под надзором старого мудрого самурая. Нейтан приходит к Кацумото, тот приветствует его, представляется и спрашивает имя. Нейтан не отвечает. Кацумото говорит, что понимает, что у них разная культура, и он с уважением будет относиться к культуре американца, но и он должен делать это в ответ. По японским обычаям Нейтан проявляет сильное неуважение, не назвав свое имя в ответ. Нейтан Олгрен. Кацумото неплохо разговаривает на английском, но совершает много ошибок. Он надеется научиться говорить правильно при их следующих беседах. Он просит Нейтана уйти. Перед уходом Нейтан спрашивает, что за девушка ухаживает за ним. Кацумото говорит, что это его сестра, а самурай в красных доспехах, которого Нейтан убил, был ее мужем. Нейтан приходит назад в дом, где его встречает сын Кацумото и сестра по имени Така. Они вежливы и гостеприимны, несмотря на то, что все знают, что он сделал с членом их семьи. Для Нейтана это очень странно, и он чувствует себя некомфортно, но на самом деле видно, что Така заставляет себя быть гостеприимной. В один из дождливых дней Нейтан замечает, как сын Таки дерется на тренировочных мячах со своим другом. Парень бросает вызов американцу, но естественно Нейтан без проблем отбивается от всех атак. Это замечает самурай Юдзи и вмешивается. Он берет палку и учит, как это делать правильно, но Нейтан поднимается. После чего Юдзи снова избивает американца. Но Нейтан продолжает вставать и вставать раз за разом, пока сил в нем совсем не остается. Его сила духа удивляет всех вокруг, и даже мастера Юдзи. На следующий день он идет снова к Кацумото в сопровождении охранника. Нейтан благодарит его за заботу и понимает, что на самом деле он охраняет его от других самураев. Он называет его Бобом, потому что не может узнать его имя из диалога. Кацумото интересуется, воевал ли Нейтан раньше с индейцами. Нейтан рассказывает, что воевал под командованием полковника Багли. Кацумото наслышан о таком человеке. В этих краях говорят, что он хороший предводитель армии, но Нейтан говорит, что это не так. Однажды он послал на смерть 500 воинов против многотысячной армии. Все тогда погибли. Кацумото не считает это плохим решением, а наоборот храбрым. Нейтан с ним очень не согласен. Проходит некоторое время. Нейтан знает, что на дворе 1877 год, но ни день и ни месяц ему неизвестны. Он продолжает жить среди людей, кажущихся ему странными. Они относятся к нему со снисходительным пренебрежением, будто он просто незваный гость. И он постоянно замечает, что все вокруг улыбаются друг другу и очень вежливо. Но он уверен, что за этими лицами прячется буря чувств и эмоций, как и у других людей. Сын Таки иногда учит Нейтана японской грамоте.
Нейтан же развлекает его фокусами. Его удивляет этот народ. С рассветом они просыпаются и начинают до совершенства доводить то, чем они занимаются. Нейтан отмечает, что никогда не видел такой сильной дисциплины и самообладания. Во время бесед с Кацумото Нейтан узнает, что слово «самурай» означает «служить», и Кацумото глубоко убежден, что его восстание – это служба на благо императору. В один из дней Нейтан решает обучиться их мастерству владения катаной. Юдзи изначально строго относится к новичку и не хочет учить иностранца, но Кацумото разрешает начать обучение. Каждый день Нейтан сближается с детьми Таки, и сыном Кацумото парень подсказывает американцу, в чем его ошибка. Очень много мыслей. Нехорошо. Нейтан также все больше узнает японский язык. Спасибо. Можно еще риса? Но больше всего он веселит детей. Им нравится проводить время с Нейтаном и обучать его языку. Но только Така не может этого выносить. Она чувствует, что это позор, и просит брата разрешить ей покончить с жизнью. Она не может этого больше выносить, но Кацумото велит ей выполнять приказ и еще раз объясняет, что ее муж умер с честью, и вины Нейтана тут нет. Наступает зима, и Нейтан задумывается о том, что это значит быть самураем. Стремиться к спокойствию разума и быть преданным делу, в совершенстве овладевать самурайским мечом. У него все лучше получается сражаться. Он стал другом для всех японцев в этой деревне, но особенно для детей Таки. Они продолжают обучать его японскому языку, и Така с удивлением смотрит на то, как человек, убивший их отца, из всех сил старается его заменить. Нейтан чувствует вину перед Такой и старается быть с ней вежливым и учтивым, благодаря ее за заботу о нем. В Японии мужчине не подобает помогать. Ну так я же не японец. Выучив немного японский, он извиняется перед ней за то, что произошло с ее мужем, но она больше не злится на него. Така понимает, что ее муж выполнял долг, так же, как и Нейтан. Она принимает его извинения. Наступает весна, и Нейтан размышляет о том, что он никогда не оставался так долго на одном месте, с тех пор, как ушел из дома в 17 лет. В этом удивительном месте столько всего, что ему просто не дано понять. Но он уверен, что в этих краях есть нечто божественное. Быть может, это навеки останется для меня чем-то непостижимым, но я всем сердцем чувствую это. И Нейтан точно знает, что именно здесь, спустя много лет, он начал спать спокойно. Его больше не беспокоят ночные кошмары. Все в деревне принимают Нейтана за своего, он учит местных детей играть в бейсбол, а Така рада, что ее дети берут с него пример. Вскоре Нейтан решает сразиться со своим мастером. Юдзи несколько раз побеждает американца, но в последний раз Нейтан вспоминает совет о том, что он слишком много думает, и у него получается не проиграть. Мастер Юдзи кланяется в ответ своему когда-то ненавистному врагу. В один из вечеров в деревне проходит спектакль, и Кацумото играет в нем главную роль. Но они еще не догадываются, что наемники мистера Амуры уже пробрались внутрь, чтобы убить Кацумото. Нейтан замечает на крыше одного из них и спасает Кацумото жизнь. Начинается бойня. Нейтан не имеет при себе оружия, он уводит детей и Таку в дом, чтобы спастись. В этот же дом заходит Кацумото с парой охранников. Нейтан защищает Таку и ее детей и без оружия расправляется с воинами в масках. Он берет меч и идет на помощь Кацумото, и они вместе, как два истинных воина, расправляются с врагами. На следующий день Кацумото и Нейтан проводят последнюю их беседу в этом месте. Кацумото и Нейтан благодарны за опыт, подаренный друг другу. Кацумото называет Нейтана хорошим человеком, но Нейтан в этом не уверен. Вы еще не знаете, что сделал я. Кацумото дает Нейтану великую мудрость. Как и эти листки, все мы умираем. Чувствовать жизнь в каждой чашке чая, в каждом вздохе, в каждой жизни, которую они забирают. Это и есть путь воина, путь самурая. Завтра они отправляются в город, потому что император призвал его. Кацумото отдает Нейтану его вещи. Когда я взял их, вы были мой враг. Нейтан собирается в путь и приходит к Таке, чтобы проститься. Вы были очень добры ко мне. Я никогда этого не забуду. Така тоже не хочет, чтобы он уходил. Утром воины садятся на лошадей и выдвигаются в путь. И только когда-то бывший чужак Нейтан не хочет никуда ехать. Он хочет подольше остаться в этом месте. Когда самураи прибывают в город, все горожане в ужасе убегают в разные стороны. И только мистер Грэм рад видеть Нейтана живым.
Но есть и те люди, которые кланятся перед Кацумото и его войском. Нейтана встречает полковник Багли, и он удивлен тем, что Нейтан еще жив. Он рассказывает, что мистер Амура уговорил императора подписать сделку о торговле оружием с Соединенными Штатами. И сейчас происходит демонстрация новых гаубиц и пулеметов. Он говорит, что император хочет созвать совет, и Кацумото входит в него. Но Амура не даст императору изменить свое мнение. Молодой император встречает своего учителя Кацумото и просит дать совет, что ему делать. Но Кацумото говорит, что император должен сам решить, ведь он должен быть мудрым. Нейтан встречается с мистером Амура, и тот назначает его главнокомандующим армией на предстоящем сражении против Кацумото. Нейтан благодарит за предложение и уходит. На улице он видит, как толпа полицейских напала на Накамуру и собирается отрезать ему хвост. Нейтан вмешивается и просит парня не доставать свою катану. Нейтан провожает Накамуру домой. Кацумото приходит на совет, но отказывается сдавать оружие. Он говорит, что защищал этот дворец этой катаной и просит императора разрешить остаться. Но император боится сказать и слова против мистера Амуры. Кацумото уходит, и к нему приходят люди Амура. Они предлагают Кацумото решить проблему самому и дают клинок. Нейтан понимает, что перед ним встал выбор – остаться тем, кем он был раньше, и пойти убивать добрых, ни в чем не повинных людей или защитить их. Он выбирает второе. Нейтан отправляется к Кацумото, но его окружает несколько солдат. Нейтан использует свои навыки самурая и разбирается с ними. После он просит Грэма помочь ему пробраться в дом Кацумото, и Грэм заговаривает зубы охране, чтобы их впустили. Они освобождают Кацумото и собираются бежать, но солдаты заметили неладное и начинают стрелять. На помощь приходит Накамура и несколько человек, и он помогает выбраться отцу и своим друзьям, но сам получает ранение. Нейтан помогает выбраться парню. Накамура просит отца разрешить остаться и прикрыть их. Он знает, что его время пришло. Накамура убивает несколько солдат и попадает под множество пуль. Кацумото и его армия сбегают из города. Нейтан и мистер Грэм отправляются с ними в деревню, чтобы приготовиться к битве. Така и дети очень рады видеть Нейтана вновь. Така спрашивает, почему он решил сражаться против своих людей. Нейтан отвечает, что они идут уничтожить то, что он пришел любить. Но мальчик злится, когда узнает, что вскоре начнется битва. Нейтан думает, что парень злится на него из-за отца, но Така говорит, что это не так. Он злится, потому что боится, что Нейтан тоже погибнет. Нейтан выходит, чтобы поговорить с мальчиком, и тот рассказывает ему, что он не такой, как отец. Он боится смерти. Нейтан говорит, что несмотря на то, что сражался множество раз, он тоже боится смерти. И каждый раз ему страшно. Он обнимает мальчика и говорит, что все будет хорошо. Утром Нейтан встречается с Кацумото, и они оба понимают, что в их армии всего 500 человек, а во вражеской около 2000 с огнестрельным оружием и гаубицами. Нейтан считает, что у них есть шансы, если подпустить врага на расстоянии меча, и начинается подготовка к сражению. Така подходит к Нейтану и просит его надеть доспехи ее мужа. Он окажет этим большую честь. Она помогает ему надеть броню, и Нейтан легонько целует ее, после чего выходит и получает одобрение от самураев. Кацумото вручает ему катану, сделанную прошлым днем. Теперь Нейтан – истинный воин. Они выдвигаются на позиции, и Грэм делает несколько снимков, чтобы запечатлеть этот великий момент. Он желает удачи и отходит с поля боя. Мистер Амура приказывает начать огонь из гаубиц. Несколько самураев получают ранения, и начинается тактическое отступление. Амура приказывает идти в бой всей основной армии, и это была большая ошибка. Самураи находятся в засаде и отделяют половину армии огнем, а после идут в ближний бой. Во время масштабного сражения множество самураев погибает, и командир Юдзи получает ранения. Однако они разгромили большую часть войск. Нейтан осматривает поле битвы и понимает, что их осталось слишком мало, и им не победить, но никто из них не будет сдаваться. Кацумото говорит Нейтану, что сегодня он полностью искупил свои грехи. Самураи садятся на лошадей и отправляются в прямую атаку на оставшуюся армию. Нейтан убивает полковника и продвигает армию дальше. Мистер Амура в панике приказывает вести огонь из новейших пулеметов, и все самураи оказываются под огнем. Кацумото получает ранение и падает с лошади. В Нейтана тоже попадает несколько пуль. Когда все самураи оказываются на земле, командир войск приказывает прекратить огонь, несмотря на приказ Амуры продолжать. Он со слезами на глазах смотрит, как американец защищает Кацумото. Кацумото просит Нейтана помочь ему уйти с честью, как настоящему самураю. Нейтан говорит, что ему будет не хватать их бесед, и помогает вонзить нож в живот.
Кацумото умирает, а все японские солдаты, видя отвагу последнего самурая, встают на колени, отдавая ему честь. Проходит несколько дней. Император собирается подписать закон о торговле с Америкой оружием, но в зал приходит хромой Нейтан. Он приносит меч Кацумото и говорит, что тот не хотел бы, чтобы традиции Японии умерли вместе с ним. Нейтан готов покончить с собой, если император считает его врагом. Но император кланяется Нейтану и набирается смелости покончить с правлением Амуры. Он отменяет сделку, которая не соответствует сохранению традиций Японии. Также он приказывает Амуре продать все свое имущество в пользу горожан. Император просит рассказать Нейтана, как умер его учитель, но Нейтан не будет об этом рассказывать. Нейтан расскажет, как он жил. Итак, закончилось время самураев. В конце Нейтан возвращается в деревню, где его ждет Така и дети. Воин наконец-то обрел покой. Пишите свое мнение об этом фильме в комментариях. А я напоминаю про нашу цель в 1 миллион подписчиков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть новые интересные фильмы вместе.